Привет! Меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить шоколадный торт Нутелла. Это настоящая находка для всех, кто любит шоколадно-ореховые сочетания. И, конечно, для всех любителей той самой шоколадной пасты. И да, этот торт нельзя назвать супер низкокалорийным, но все равно его калорийность в разы ниже классических тортов. Да и поверьте, этот вкус того стоит. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Банан, яблочное пюре, кокосовое масло, сироп топинамбура, льняная мука, полбяная мука, какао, кукурузный крахмал, соль, сода, фундук, финики, сухое молоко, кэроп, подсластитель, ваниль, вода, мягкий творог, ПП-конфеты, ягоды, орешки и розмарин для украшения. Спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на мой канал, у меня будет еще много вкусного и полезного. Ну что, давайте готовить? Начинаем с коржей. Для теста нам понадобится измельчить 210 грамм бананов в пюре. Помещаем их в блендер и измельчаем. Выкладываем в чашу. И к ним добавляем все жидкие ингредиенты для теста. 60 грамм фруктового пюре, 100 грамм сиропа топинамбура, 80 грамм кокосового масла. И сюда же добавляем 30 грамм льняной муки. Льняная мука немного набухнет в жидкости и своей клейкой текстурой поможет нам заменить яйцо. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты. Полбяная мука 130 грамм, можно заменить на пшеничную или овсяную цельнозерновую. Какао 20 грамм, 10 грамм кукурузного крахмала, 2 грамма соли и 9 грамм соды. Перемешиваем и смешиваем все ингредиенты вместе. Смотрите, эти коржи содержат масло и сироп, они достаточно калорийны. Если для вас важна низкая калорийность, выберите другие коржи из моего плейлиста «Торты с шоколадными коржами». Итак, выкладываем тесто в форму. У меня диаметр формы 16 сантиметров. И ставим выпекаться на 40 минут при 180 градусах Цельсия. Вот наш корж готов. Он уже почти остыл, можно вынимать из формы. Для этого пройдемся ножом по краю. Упаковываем корж в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 5 часов. Займемся кремом. Торт называется Нутелла, и он должен оправдать свое название. Нам понадобится 150 грамм фундука. Будем обжаривать его в духовке при температуре 160 градусов Цельсия примерно 15 минут. Обжариваем до такого состояния, когда шкурка начинает трескаться. Теперь фундук легко очистить от шкурки, просто слегка пошелушив в руках. Очищаем нужное количество орешков. Перекладываем их в блендер и измельчаем. Вот, смотрите, в середине процесса орешки начинают выделять масло. Это нам и нужно. Продолжаем измельчать до полностью жидкой консистенции. Вот такая получается наша ореховая паста. Мне кажется, в этом торте идеальный вариант, когда совсем не ощущаются кусочки орешков. Крем гладкий, однородный. При этом ореховый вкус раскрывается на максимум. Сюда же в блендер кладем финики. Вес без косточек 90 грамм, с косточками примерно 125. 20 грамм какао, 20 грамм кэроба, 3 грамма подсластителя и 50 грамм сухого молока. Можно положить все ингредиенты сразу, но мой блендер лучше всего измельчает финики в более сухой массе, поэтому я добавлю жидкие ингредиенты позже. Добиваемся однородной консистенции, чтобы кусочков фиников не оставалось. Добавляем 50 грамм мягкого творога, пол чайной ложки ванили и 40 грамм сиропа топинамбура. И снова все перемешиваем. Вот такой нереально вкусный шоколадно-ореховый крем у нас получился. Обратите внимание на консистенцию. Крем уже держит форму, а в холодильнике еще немного застынет. Сразу перекладываем в кондитерский мешок и приступим к сборке торта.
Корж достаем из холодильника, распаковываем. Он за это время стал только лучше. Влага внутри него равномерно распределилась. Нам нужно срезать верхушку. Для этого я намечаю линию и делаю надрез. А оставшуюся часть разделяем на 3 коржа, примерно по 1 сантиметру. Эти коржи довольно плотные, насыщенные. Именно такие коржи прекрасно смотрятся в этом торте. Они отлично гармонируют с ореховым кремом. Перед сборкой подготовим подложку, кольцо 16 см, в котором выпекался корж, и внутри кольца ацетатную ленту. На подложку кладем немного крема, чтобы зафиксировать торт. И выкладываем нижний корж. Слегка пропитаем коржи. Для этого смешиваем 50 грамм воды и 10 грамм сиропа топинамбура. Можете в пропитку добавить подсластитель по вкусу. Выкладываем половину крема и выравниваем лопаткой. Второй корж хорошо прижимаем и тоже немного пропитываем. Буквально 3-4 ложечки. И выкладываем еще слой крема. И последний корж. Не забываем пропитать. Укрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике еще примерно на 5 часов. Осталось приготовить крем на покрытие. 200 грамм бананов, 100 грамм фиников и 13 грамм какао измельчаем в блендере в единую массу и увариваем в ковшике до густоты. На это уйдет примерно 5 минут. Вот такая консистенция получается. Здесь нам очень важно, чтобы крем держался на лопатке. Для того, чтобы на торте крем также хорошо держал форму. Остужаем и перекладываем в кондитерский мешок. Итак, наш тортик настоялся. Освобождаем его от кольца и ацетатной ленты. И тонким слоем наносим крем на покрытие. По спирали покрываем верхний корж. И начиная с нижнего слоя по спирали покрываем боковую поверхность торта. Выравниваем боковую поверхность и верхушку. Снова сбоку и снова сверху. И так добиваемся ровной цилиндрической формы. Теперь можно приступать к декору. У меня тут ПП конфеты 3 планеты, обваленные в кокосовой муке. Их рецепт уже есть на моем канале. Я люблю яркие детали, поэтому с радостью использую черешню, веточки розмарина. И решила разнообразить декор чипсами из красного апельсина. Их рецепт также есть на моем канале в плейлисте украшения тортов. В этом оформлении будет необычное сочетание сухих фруктов и свежих ягод. Не всегда это выглядит гармонично, но здесь нам очень на руку их близкие оттенки красного и бордового. Орешки намекают на внутренний мир торта, а розмарин добавляет ярких красок и освежает декор. Вот такой очаровательный тортик у нас получился. Но самое главное у него, конечно, внутри. Это шоколадное блаженство. Как написали мне однажды в отзывах к этому тортику, это просто рай для шокоголика. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. У меня будет еще много вкусного и полезного. Пока!